Всем привет! Сегодня я буду говорить на русском, потому что некоторые люди очень были недовольны то, что я не говорю на русском. И я хотела показать вам, каково это, когда я говорю на русском, чтобы вы послушали. Я не буду делать часто такие видео, потому что я, в принципе, не очень люблю говорить просто так, лить воду. Я по своему мировоззрению, наверное, считаю, что людям и так должно быть все ясно и понятно. Либо если человеку что-то неясно и непонятно, то он пойдет и найдет это где-нибудь в Гугле. По этой же причине я не могу рекомендовать вам никакие книги, когда вы меня просите по обучению рисованию, потому что я считаю, что там слишком много ненужного. И если вы хотите узнать что-то конкретное, то вы пойдете, загуглите этот вопрос и найдете ответ. И лично для меня такая практика, она более удобная и имеет больше профитов. Поэтому вот вам мой совет. Если вы рисуете, то есть вы просто садитесь рисовать, и в какой-то момент вы понимаете, что что-то вы не можете нарисовать без рефов, без какого-то знания, что вам недостаточно знаний в этой области, то вы просто идете и гуглите именно конкретно эту вещь. То есть вы рисовали, например, голову, лицо, и в какой-то момент вы понимаете, что у вас не получаются глаза. Вы их стираете, рисуете еще раз, стираете, рисуете еще раз. Просто вот уже ясное дело, что у вас не хватает каких-то знаний, чтобы понять, в чем дело и почему у вас не получается красивые глаза. В таком случае вы просто идете и гуглите глаза, смотрите, какие они, что в них есть, какие у них есть особенности. Если вы хотите там нарисовать определенный разрез глаз, у вас не получается. Найдите много разных фотографий с таким разрезом глаз, найдите разные рисунки, не обязательно фотографии, посмотрите, как другие художники справились с этой задачей. Проанализируйте, и тогда у вас должно получиться. Вот один раз вы посмотрите на все эти данные и попробуйте перенести это на свой рисунок. Он у вас получится довольно тяжело и долго вы будете это пытаться сделать, но в итоге он у вас получится. В следующий раз он у вас получится намного быстрее, а еще в следующий раз он у вас получится вообще без рефов. Так что да, я училась, если это можно назвать обучением, практиковалась именно по такой системе, которая, просто, она само собой у меня развилась. Я ее нигде не вычитала, нигде не нашла. Просто я поняла, что мне так удобнее, и это помогает мне справиться с какими-то моими проблемами. Поэтому я ее использую. А абсолютно точно знаю, что не всем вам это подойдет, потому что у меня есть довольно много хороших художников, друзей, которым такая система абсолютно не подходит, которым нужно сначала что-то прочитать, прям вот более полное общее знание получить, и потом еще что-то над этим строить. Поэтому самое главное — это слушать себя. Слушать себя, то, что ваш мозг, ваша душа говорит вам. То есть, когда я что-то делаю, я понимаю, что вот совершенно не хочу я читать целую книгу, чтобы понять, как рисовать глаза. Мне достаточно просто посмотреть. Я потрачу там час на то, чтобы посмотреть это все. Но зачем мне читать целую книгу, где написано еще про нос, губы, рот и все это? Я понимаю, что это все взаимосвязано, но зачем мне это сейчас, когда я не могу нарисовать только глаза? Еще вы часто спрашиваете у меня, как я так подбираю цвета. И вот вам моя небольшая история. Я училась в художке, и в художке у меня не очень было все круто с цветами, но было как у всех, ничего особенного, просто там сложного ничего не было, просто берешь краски и рисуешь, вмешиваешь цвета, все нормально получалось, не прекрасно, не плохо, все было нормально.
Но при этом дома я никогда не рисовала в цвете. Я все время просто какие-то наброски делала карандашами, ручками черными. И никогда не добавляла цвет, потому что мне казалось, что когда я добавляю цвет, я все порчу. Мне нравилось рисовать просто черно-белые рисунки, кто бы мог подумать сейчас. И я только этим и занималась, вплоть до того момента, когда я купила себе планшет. И когда я купила себе планшет, передо мной открылась просто вся существующая гамма цветов, которые, в принципе, могут быть. Вот они были передо мной, и у меня глаза разбегались, я не могла их подобрать так, чтобы они были гармоничными. Когда я пыталась тыкать просто цвета, там, красные волосы, например, черный платьишко, зеленые носочки, это все выглядело ужасно, не гармонично, прям, это... не прям совсем ужасно, конечно, все-таки какие-то у меня потуги помогали, чтобы я не брала совсем уродливые цвета, но все равно очень сильно было видно, что я не умею работать с цветом. И потом я просто начала выбирать из интернета рисунки, которые мне нравились по колористике, по их палитре, вставляла их в документ и просто пипеткой оттуда брала цвета. Ограничивала себя в цветах, не давала себе выбирать любые цвета, могла тыкать только пипеткой с этого рисунка. Больше никаких цветов добавлять туда не могла. И в итоге у меня как-то в библиотеке визуально отложились эти цвета, и я потом их смогла использовать сама, без всяких посторонних рисунков. Не нужна мне была пипетка, я просто брала уже эти цвета из этого великого множества оттенков, просто я знала, куда тыкать. Но потом я перестала вообще пользоваться пипеткой и чужими рисунками, и в итоге у меня развились свои предпочтения к цветам. Они складывались из моего восприятия глазами вообще окружающего мира, из того, какая контрастность была у моего монитора, это очень важно. Потому что если очень сильная контрастность, вы будете брать более светлые цвета, чтобы ее как-то... чтобы она не была очень вырвиглазной. При этом на других мониторах они будут казаться бледными. У меня такое было, и все говорили, что у меня очень бледные рисунки, а я на них смотрела, они мне казались очень яркими, и все было нормально. Вот. Может быть, эта история будет вам полезна, и вы найдете свой путь в приобретении знаний и опыта. И на этом, наверное, я сегодня закончу. Я уже устала говорить, хотя я говорила совсем немного. Такая вот я уставучая. Так что спасибо, что послушали меня. Кстати, на этом рисунке 3 адоптика хэллоуинских, которые у меня сейчас на аукционе на DeviantArt. Если хотите, можете их посмотреть. Правда, один уже куплен, и 2 вторых тоже почти куплены, но все равно можете глянуть. Ну что ж, пока!